Привет, это канал Илон Маск. В этом дайджесте китайцы крадут гигапиво, новые рекорды SpaceX, а Илона Маска обвинили в финансовой пирамиде. Начнем с Tesla. И сразу с приколов. В прошлом году на Гигафест в Германии Илон Маск пообещал гостям гигапиво. Пока дело до производства явно не дошло, и одна китайская компания решила ковать железо пока горячо. Sina Drinks Food Company начала продавать Tesla Beer и Tesla Soda. Теперь Tesla обвиняет Sina в использовании своих торговых марок и требует компенсации в размере $742 тысяч. Sina хорошо известна своей подозрительной деловой практикой. Она захватила более 200 торговых марок других компаний. Было Pepsi, стало Popsi или Bepis. А чё б нет? Национальное управление безопасностью движения на трассах опубликовало данные о количестве ДТП с участием систем помощи водителю. На первый взгляд кажется, что результаты у Tesla весьма неважные. Однако даже само управление говорит, что выводов о безопасности делать не стоит, контекста-то нет, а ведь в нем и количество автомобилей в автопарке, и количество пройденных миль, и то, насколько часто водитель вообще использует систему помощи. За кадром также остаются все водители, которые винят автопилот в авариях, хотя сами накосячили. Кроме Tesla, почти ни у кого автомобили не подключены к сети постоянно, так что подсчитать все это, мягко говоря, тяжеловато. Аварии авариями, но Tesla Model 3 заняла первое место в глобальном индексе счастливых автомобилистов. Цель индекса – определить, насколько клиенты удовлетворены своим автомобилем и брендом в целом. Онлайн-ресурс по обучению вождению Zootopia сравнил оценки владельцев автомобилей, опубликованные на 4 различных сайтах отзывов. Средний балл Model 3 составил 4,53 из 5, и это единственный электромобиль, попавший в топ-50. Саму компанию тоже оценили выше остальных, а вот, например, Nissan и Mercedes-Benz грустно плачут в самом конце списка. Полагаем, вместе со своими владельцами, раз это индекс счастливых водителей. Тем не менее, счастье не помогает сдержать цены на Tesla. Электромобили во всей линейке снова прыгают вверх, и компания, как обычно, молчит о причинах. Но, скорее всего, это происходит из-за высокого спроса и времени ожидания поставок, роста цен на сырье и проблем с цепочкой поставок. А что поделать, времена такие. Далее немного про Boring Company. Boring Company получила единогласное одобрение городского совета Лас-Вегаса на расширение своего проекта Vegas Loop. Теперь скучная компания может приступить к начальным работам по прокладке тоннеля с более чем 50 запланированными станциями на этом пути. Но если вы думаете, что можно прямо сейчас бодро заряжать бурильную установку, то не все так весело. Сначала надо получить разрешение и соглашение мест запланированных остановок. Протяженность расширения Vegas Loop составит около 54 километров. Маршрут будет начинаться в международном аэропорту Маккарран, проходить через курортный коридор и до Fremont Street Experience. Переходим к SpaceX. SpaceX запустила 3 миссии за 3 дня. Сначала состоялся успешный запуск спутников Starlink. 53 аппарата вышли на орбиту, а первая ступень совершила рекордную посадку в 13-й раз. Потом, уже с другого побережья, SpaceX запустила радиолокационный спутник Сарах-1 в интересах правительства Германии. Первая ступень слетала в 3-й раз и села на сушу. И буквально на следующий день SpaceX успешно запустила спутник связи Global Star 2. Для первой ступени полет стал 9-м. Ну и темп. Тут бывает, что 3 дня не можешь мусор выкинуть, а SpaceX ракеты запускает, как в магазин за молочком сходить. Такой плотный график запусков заставляет SpaceX рассмотреть второй стартовый комплекс для запусков Crew Dragon. Вообще, в планы SpaceX входит строительство стартового комплекса для Starship прямо на площадке LC-39A в космическом центре Кеннеди. При этом это единственная площадка SpaceX для запусков пилотируемых миссий Crew Dragon. НАСА переживает, что в случае внештатной ситуации со Старшипом комплекс для Falcon может пострадать, ведь между площадками всего 300 метров. Гипотетический взрыв создает прямую угрозу пилотируемым полетам на МКС для США. SpaceX уже работает над планами по укреплению всей площадки 39A и модификациями площадки SLC-40, а то с нее пока можно только беспилотные запуски делать. Возможно, SpaceX потребуется запросить новую экологическую экспертизу у Федерального управления
управления гражданской авиации, но глаз может не дергаться. Срок рассмотрения точно будет меньше, ведь это не новое место для запусков. Илон Маск рассказал, что Starship может быть готов к первому полету на орбиту в августе. По словам Илона, после первого полета остальные Старшипы будут готовы к полету каждый месяц. Но быть готовым не значит полететь, говорит нам Федеральное управление гражданской авиации, ехидно хихикая из-за угла. Несмотря ни на что, на этой неделе прототип Starship S-24 прошел несколько криогенных испытаний. Огневые испытания придется подождать, ведь у корабля до сих пор нет двигателей. На сборочной площадке команда готовится к обратной транспортировке прототипа Super Heavy B7. После небольшого ремонта и установки всех 33 Raptor ступень доставят на испытательную площадку из ангара сборки High Bay. Вероятнее всего, Super Heavy пройдет огневые испытания первым. Напомним, что одновременного запуска такого количества Рапторов у SpaceX еще не было. Да и ни у кого не было. Какое-то глупое уточнение получилось, извините. Ну и в конце про самого Илона Маска. Некий Кит Джонсон подал в суд на Маска, а также Tesla и SpaceX. Истец требует $258 миллиардов, утверждая, что Илон и его компании участвуют в криптовалютной финансовой пирамиде, используя Dogecoin. По мнению Кита Джонсона, эта безумная сумма должна распределиться следующим образом: $86 миллиардов в качестве возмещения убытков и $172 миллиарда в качестве возмещения убытков, понесенных в результате торговли Dogecoin с 2019 года. Отобрать практически все состояние богатейшего человека на Земле с помощью обвинений в финансовой пирамиде – это, конечно, великолепный план. Надежный, как швейцарские часы. На этой неделе новостей вышло не так много, но вы же нас знаете, мы их не выдумываем, из пальца, как говорится, не высасываем, все коротко и по делу. Такой подход достоин как минимум лайка этому видео и подписки на канал, не меньше. До скорого.